Здрасте, я Минерва. В предыдущем видео я говорила, что еще много роликов посвящу моему садику. И не соврала. Сегодня я, пожалуй, поведаю вам о тех обычных и не очень играх, в которые играли мы с девочками. Без лишних предисловий, поехали! Здесь могла быть заставка, но мне лень. Детский сад на то и детский, что ходят туда преимущественно дети. И мы с девочками в том числе. А дети, знаете ли, чаще всего любят играть. Вот и мы, как абсолютно нормальные и совершенно не чокнутые маленькие девочки, играли в разные игры. Большинство из них, конечно, сводились к классическим пряткам, догонялкам и устраиванию кукольного театра из игрушек, но бывали и куда более оригинальные. Например, была у нас одна интересная штука под названием «Баночка желаний». Идея этой игры целиком принадлежала Петушок, и, как все остальные ее идеи, она была немного странной. Сейчас объясню. Бралась обыкновенная зеленая баночка от мыльных пузырей. С ней надо было обойти весь участок, по пути собирая в нее мелкие камешки. А вернувшись в точку старта, надлежало закрыть глаза, перевернуть баночку и высыпать все камешки на землю, параллельно загадав желание. После этих махинаций баночка пряталась в укромное место, а желание, что характерно, почти всегда исполнялось. Конечно, не все ребята понимали такие игры. Уже известный вам Кумель, например, тщательно выслеживал, куда мы прятали баночку, чтобы выкрасть ее и спрятать в другом месте. Я это, разумеется, всеми силами пресекала, но иногда ему все же удавались его злобные планы. И тогда между нами происходили сражения, для меня тогда уже ставшие рутиной. В итоге он откуда-то достал точно такую же баночку и подменил ее оригинал. Мы с девочками это вскоре обнаружили, но оригинал так и не нашли, и игру пришлось свернуть. Эх, помню, какой скандал я тогда закатила. А что вы хотели? Я ведь всем сердцем верила, что эта баночка обладала волшебной силой. Но не баночкой единой. Видя, как Петушок расширяет круг наших игр и, как я думала, находит древние волшебные артефакты, я тоже создала одну штуку. Называлась она «Полет на лопате», и нет, вы не ослышались. Знаете эту фишку с летающими на метлах ведьмами? Я тоже знала, и, естественно, мне тоже так хотелось. Но метел в садике почему-то не было, и пришлось выкручиваться. Я брала лопатку, которых по всему садику была куча, садилась на нее верхом и бегала, как дура, с лопатой между ног. Еще и кричала во все горло: «Я летаю на лопате! Я летаю на лопате!» И я уже говорила, что умом тогда не отличалась. Моя игра, к сожалению, не получила одобрения от Петушок, зато Кашалот, насколько я помню, какое-то время ее просто обожала. Ключевое слово «какое-то время». Позже ей это надоело, а через год такие полеты наскучили и мне, и игра заглохла окончательно. Но без забав мы не остались. Как-то все та же Петушок нашла в грязи брошюру какого-то японского ресторана, на которой было выписано их меню. Очень скоро о находке узнала половина нашей группы, и началась глобальная игра в ресторан, где пресловутая брошюра играла роль меню, а мы с Петушок и роли официантов. Игра проводилась несколько раз, и чаще всего, если полдник был невкусный. Здесь надо упомянуть нашу, скажем так, нянечку. Знакомьтесь, Антонина Егоровна, повариха, уборщица и няня в одном флаконе. Именно благодаря ей наш воображаемый ресторан открывался очень редко, ведь полдник, да и вообще вся еда в ее исполнении была просто прекрасная, и я даже не шучу. Спасибо вам, Антонина Егоровна. Спасибо. Ладно, лирическое отступление закончено. Кроме воображаемого ресторана, у нас был еще и вполне реальный кукольный театр, точнее набор перчаточных кукол. В моей памяти до сих пор хранится такая картина. Мы с Петушок и Кашалот, все втроем, что характерно, играем этими куклами, разыгрывая какую-то смешную сценку, а я параллельно свободной рукой кидаю Кашалот какую-то мелкую штуку, которую она ртом своей куклы ловит. Эх, как же я скучаю по этим дурочкам. Но не волнуйтесь, не настолько, чтобы по-настоящему грустить. Мне просто нравится вспоминать наши с ними активности и всякие игры. Кстати, без игр в жанре соревнования тоже не обошлось. Причем были они абсолютно разными. От кто быстрее заснет, до кто быстрее выроет в песочнице яму длиной 10 сантиметров. И придумывались они разными людьми совершенно спонтанно. Так же спонтанно, как и я заканчиваю этот ролик.
Да, мне кажется, этого пока хватит. Не сказать, что он вышел очень длинным, но сойдет. А вы не забывайте заботиться о себе и своем здоровье. С вами была Минерва. Я вас люблю. Всем пока!